холодные ветры, и мы находимся в русском поле возле русского леса. Вот, есть одна очень важная тема у нас. И это тема личного пространства и душевного комфорта. Очень сильно связаны эти две темы. Личное пространство, оказывается, у людей сильно отличается в зависимости от того, где он воспитывался. Если человек воспитывался в поле, в лесу, где было большое пространство для свободы, для слова, где можно было кричать собеседнику или там на животных, он привык к этому поведению. И когда он переселяется куда-то в университет, в город жить, создает семью, он сам того не понимает, что у него в душе личное пространство большое. Ему нужен голос, ему нужно пространство, ему нужно движение, динамика. И городские условия, маленькие личные пространства для него не комфортны. Другое дело, когда ребенок с детства живет в тесной квартирке, в какой-то коммуналке, в какой-то маленькой комнатке, когда у него нет личного пространства, когда он привык, что рядом все время находятся в транспорте, на улице, в квартире люди, когда его все время стесняют, пересекают его личное пространство, толкают его, он не знает, что такое личное пространство. И он легко пускает людей в это личное пространство. Для него это обычное дело. А теперь представим, что эти два человека, пусть будет мужчина и женщина, встретились, понравились друг другу, пытаются создать семью. У одного большое, огромное пространство, он привык к динамике, он привык к звуку, он привык к простору. И когда кто-то становится к нему очень близко, ну если это любимая женщина, он это легко переносит. Но когда это другой человек пересекает его личное пространство, обычно оно метр-два, ему комфортно, когда люди находятся на более дальше от него. А когда люди пересекают это пространство, у него возникает ощущение, что нарушили его личное собственное пространство, возникает в душе дискомфорт. Если такому ребенку или подростку, молодому человеку приходится учиться в школе, в университете, он там садится за парту, и он видит, чувствует, что другие люди пересекают его пространство, и он чувствует тревогу, дискомфорт. Опрашивали некоторых женщин, которые подверглись насилию. Почему это произошло? Они не понимали, они не давали никакого повода для насилия. Но когда опрашивают насильников, почему они накинулись на женщину, все в один голос говорят, а почему она шла очень близко и тем самым давала мне повод накинуться. Когда начали анализировать, как близко женщина шла от насильника, оказывается, она шла от него всего в нескольких метрах. Но у него было очень большое личное пространство. И когда его пересекала женщина, он почему-то считал, что она находится рядом, близко с ним, и он имеет право на нее накинуться и изнасиловать, потому что якобы она подала ему сигнал. Другими словами, если встречаются люди, один с большим личным пространством, а второй с очень маленьким, это как две цивилизации. Они не понимают друг друга. Один не понимает, как можно жить в поле, в лесу, как можно двигаться, не сталкиваясь ни с одним человеком. Вот, к примеру, вот в этом поле. Вот на километр никого нету. И человек, который привык жить в таком поле, в таком лесу, он спокойно себя здесь чувствует. Ему не страшно, но зато он чувствует, что он хозяин природы. Никто не пересекает его личное пространство, и у него не возникает дискомфорта. Другое дело, поместите сюда горожанина, который вырос в городе, в тесной квартирке, у которого маленькое личное пространство. Он здесь будет искать, с кем бы поконтактировать, с кем бы пообщаться. Поближе к березе, поближе к дороге, поближе к людям и так дальше. Если два таких человека создают семью и пытаются организовать пространство, жизненное пространство в рамках квартирки своей, то человек с большим личным пространством, он сильно нуждается в покое, в большом пространстве. Ему обязательно нужна отдельная комната. Иначе он не сможет нормально мыслить, нормально отдыхать, не сможет творчески работать, писать какие-то тексты или там вести беседу. Другое дело, когда человек привык к тесным условиям жизни, ему обязательно нужен контакт с другим человеком. Он, возможно, не сможет даже заснуть в этой комнате. Ему нужно рядом присутствие человека, тогда он будет немножко себя чувствовать поспокойнее. Получается, эти два человека с разных цивилизаций отличаются только тем, что с детства привыкли к большому личному пространству или к минимальному личному пространству. Мои уважаемые друзья, если вы действительно проанализировали себя и что-то у вас там внутри ёкнуло, и вы принадлежите к одной из этих двух цивилизаций, задумайтесь о своем личном пространстве. И, возможно, вы поймете некоторые свои моменты раздражения и причины конфликтов у
которых нет было других причин, только то, что нарушил кто-то ваше личное пространство. Полюбите свободу и приучитесь к большому городу. Ваша личность будет более адаптивна к стрессовым условиям, вообще к жизни. Счастья, удачи!